Привет, привет и доброе утро. Мы все еще в Бильбао. Мы должны отправиться через 40 минут к точке нашего старта в город Ирун. Поэтому мы сейчас находимся на автостанции Бильбао. Это термибус. Если правильно я говорю, то звучит он вот именно так. Билеты мы заказали через интернет еще в Алмате. Распечатали их. На них написано, что необходимо перед посадкой распечатать. Ну и вот, собственно, вот мы здесь все переживали, каким же образом мы найдем свой автобус, но ничего сложного нет. Здесь установлены с двух сторон информационные экраны, на котором отображается, с какой платформы или с какой парковки отходит ваш автобус. Ну, ждем 40 минут и в путь в город Ирун. Настроение отличное. Слава богу, закончился ливень. Мы сегодня испытали свои дождевики. Но выглядим в них как в костюмах химзащиты. Я думаю, еще представится возможность в них походить и покрасоваться. Ну все, поехали. Ну вот мы и добрались до Ируна. Поездка была отличная, заняла у нас всего 2 часа. Автобус отличный, очень рекомендую. Бронировали заранее. Альса называется Альса премиум. Ну просто супер. Вот такой ширины сиденья, мультимедиа, Wi-Fi. Все есть. Приносят напитки, закуски. Ну а сейчас мы добрались до самой первой, самой главной отправной точки нашего всего маршрута в городе Ирун. Это мост Сантьяго. Мост Сантьяго переброшен через реку и соединяет два берега. Один берег испанский, на котором я сейчас нахожусь, другой берег французский за моей спиной. Вот как раз эта вывеска. С той стороны дороги вывеска сообщает о том, что мы попадаем в область Испании. Ну вот сейчас я, собственно, перейду. Вот я в Испании, и вот я во Франции. Вот я в Испании, и вот я снова во Франции. Ну, замечательно. Сейчас мы тут еще немножко погуляем. И все. Наш камино начался. Первую печать мы поставили, кстати, в нашем пансионе, где заселились. Но сегодня мы, правда, далеко не пойдем. Сегодня мы решили пройти около 5 километров. Все проверить, проверить снаряжение, проверить наши рюкзаки. А завтра уже полноценный поход. И поход, конечно же, начнется с первого указателя, который будет указывать нам путь, весь наш маршрут. Это стрелка, желтая стрелка на синем фоне, либо это ракушка, желтая ракушка на синем фоне. Это, собственно, направляющие, показывающие направление пути, куда нам идти в Сантьяго-де-Компостела. Ну, можно нас поздравить. Наконец-то добрались. Ну, как, добрались до старта. А поздравить с чем? Все, удачного нам пути. Погнали. Ну вот и подошел наш день в Ируне к концу. Мы уже пришли к месту, где мы живем. Живем мы вот здесь, переночуем. Завтра отправляемся в путь. Первый будет у нас пешеходный день. После моста мы сходили
в церковь Святой Марии, где поставили штамп очередной в креденциаль свой. Вот там был такой смешной дядечка, который говорил с нами по-басски. Мы говорили «да», он говорил: ребята, да вы отлично говорите по-басски, откуда у вас такие знания? В общем, отличный мужик, и мы отлично говорим по-басски. Ну, собственно, все. После этого мы пошли покушать. Кстати, если соберетесь здесь покушать, нужно иметь в виду, что с 12 до 3 у них готовятся обеды, а ужины с 8 до 10 вечера. Во все вот эти вот промежутки, ну, очень тяжело найти место, где можно поесть, потому что кухня закрывается и в это время не работает. Но мы нашли выход из положения, мы сходили в центре города в большой торговый центр, где на 3-м этаже находится несколько ресторанов. Предлагается выбрать что-то вроде меню дня, куда входит первое, второе, десерт и напиток. Ну, на выбор несколько блюд, мясные, супы, различные десерты. Из напитков можно выбрать либо вино, либо пиво, либо безалкогольные напитки, вроде чая, воды или кофе, все, что пожелаете. Что еще? Ну, все, собственно, пора ложиться спать. Завтра будет первый длинный день, переход до Сан-Себастьяна. Смотрите, будут новые выпуски. Пока-пока. Следующая серия моей рубрики «Что я взял в поход по Северному пути по тропе Святого Якова». И сегодня я хочу рассказать немного об обуви. Вы знаете, так как маршрут сложный, довольно-таки северный маршрут, и идется он нами весенне-летний такой промежуток, и бывает и дождь, и скользко, и грязь, и камни, и все на свете, то у меня основная ходовая обувь — это трекинговые ботинки. Трекинговые ботинки вообще бывают нескольких типов. Бывают низкие, бывают высокие, бывают легкие, средние, тяжелые для дальних восхождений и так далее и тому подобное. Основной мой принцип, по которому я выбирал, это, во-первых, они должны быть высокие. Это однозначно. Я не считаю, что стоит морочить себе голову. Если у вас переменный рельеф, если есть разное покрытие, разные поверхности, вы просто берете высокие ботинки, которые могут обеспечить фиксацию голеностопа. И в случае, когда ваши ноги устали и вы уже в конце дня не можете их так тщательно контролировать и верно ставить, ну, я говорю в отношении себя, это может спасти вас от растяжений и разных подобных эксцессов. Вообще, конструктивно они все очень похожи. Начиная с подошвы, конечно же, это то, что соприкасается непосредственно с поверхностью земли. Она в основном трехслойная, то есть минимум из 3 слоев. Это сам слой, который резиновый, имеет протектор, которым вы наступаете на землю. Следующий слой — это амортизирующий, который гасит все удары об камни, об асфальт и так далее и тому подобное. И третий завершающий слой — это внутренний слой, который соприкасается непосредственно с вашей ногой. Выбирая ботинки, я смотрел на подошву. Она должна быть достаточно гибкой, но при этом гибко упругой, и не должна очень легко поддаваться на камнях. То есть камни не должны прощупаться через эту подошву, чтобы было удобно идти. Но при этом она должна еще и хорошо амортизировать, потому что путь проходит в некоторых местах по асфальту, и некоторые места очень протяженные, и об асфальт можно оставить все ноги, идя в очень жестких горных ботинках, которые предназначены для, например, таких серьезных камней. Следующее, на что я обратил внимание, это защита носа, и она резиновая, прорезинена. Я решил, что это важно для меня. Ну, в общем-то, вот такие я их и выбрал. Ну и, конечно же, мембрана. Мембрана вещь хорошая, в них, наверное, немного жарче, чем в ботинках без мембраны, но в данном случае она позволяет держать ноги сухими то время, какое это только возможно. Ну, наверное, вот на моих ботинках, в общем-то, все. Ну, цвет не броский, не маркий. Очень хорошо ходить по грязище. Выбирая ботинки, я могу рекомендовать
вам померить несколько различных пар не только от различных производителей или моделей у одного производителя. В рамках одной модели одного производителя возможно такая особенность, что некоторые части ботинка шьются вручную и не всегда могут быть пошиты одинаково. Поэтому, если у вас есть возможность попробовать разные пары одной модели, сделайте это. Вам может показаться, что одна будет действительно удобнее и сядет по вашей ноге. Ну, в общем-то, все. Конкретно про ботинки. Все очень коротко, очень просто и понятно. Ну еще обязательно их разнашивайте. За, наверное, 1,5 месяца до выхода или 2 месяца, когда они у меня появились, я ходил в них на работу и с работы пешком. Выглядел я, конечно, странно в брюках и рубашке и в таких ботинках, но кого это волнует? Мне нужно было пройти с хорошей эффективностью, без особых потерь, большое расстояние. Мне нужно было пройти тропу Святого Якова, маршрут Святого Якова, что я, собственно, и сделал. Ну, могу вам сказать, отличные ботинки, я ими доволен. Если вы очень внимательно отнесетесь к выбору обуви, то у вас не будет никаких проблем на маршруте. То есть у меня не было ни одной мозоли, ни одной потертости, вообще ничего, что обычно с ногами происходит неприятного. Ну, ноги должны быть в тепле и ноги должны быть сухие. Пока идете, просушивайте их как можно чаще на привале, разувайтесь. Все-таки это важно и полезно. Следующая пара обуви, которую я взял с собой, это кроссовки. Это обыкновенные беговые кроссовки, в которых я бегал на тренировках и бегал марафоны. Сейчас, наверное, в них уже не стоит этого делать, потому что у каждых беговых кроссовок есть ресурс. Они, наверное, этот ресурс уже выработали, но выглядят отлично и чувствуют себя отлично. И их довольно жалко просто взять и выбросить. Главное их преимущество — это легкость и возможность сложиться, вот прям вот очень хорошо сложиться. Их я взял для того, чтобы где-нибудь, придя в какой-нибудь город, переобуться, потому что так хочется это сделать, надеть легкую обувь, которая проветривается, которая дышит, которая не закрывает вам ноги. Ну, идеальное решение. Это могут быть любые тапочки, это могут быть кеды, все, что вам нравится. Ну, в моем случае это вот такие вот кроссовки. Следующая пара обуви, которая была у меня с собой, это вот такие тапки. Обыкновенные, они у меня с собой уже довольно давно, по-моему, с 2012 года, если я не ошибаюсь. Ну, сами понимаете, для чего они нужны. Сходить в душ, сходить туда, сходить сюда. Ну, в общем, это тапки. Еще одна пара обуви, которую я даже не знаю, была ли необходимость ее брать или не было, но они мне очень понравились, я их купил в магазине. Вообще, это такая бивачная обувь или обувь для привала. У нее нет подошвы как таковой, то есть это кожа, защищенная тут небольшой прорезиненной такой штукой. Они очень теплые, очень легкие и очень мягкие. Она предназначена для того, чтобы ходить рядом с палаткой, где-то там по траве недалеко. То есть она не промокает какое-то время, ну и отлично сидит на ноге, не падая с нее. Не знаю, мне кажется, все-таки не было необходимости брать, но мне хотелось попробовать. И в некоторых приютах, в некоторых альберге мне она пригодилась. Я даже выходил на улицу пару раз, то есть можно было выйти, посидеть на скамеечке, вернуться обратно, но вот ноги не мерзнут в такой обуви. Вот, наверное, все, что я могу сказать о своей обуви, которую я взял в поход. Это 4 пары, это, наверное, много, но идя в серьезный поход, я бы, конечно, ограничился и трекинговыми ботинками и легкими тапками переодеться на привале. Все остальное бы, конечно же, не брал. Но в данном случае можно было себе позволить. Это не сильно сказалось на весе и объеме моего рюкзака. В общем-то, все. Выбирайте хорошие вещи, хорошую экипировку. Пока-пока.